Канал «Автозакордон зимой и летом» продолжает путешествие по Португалии вдоль границы с Испанией. Сегодня мы побываем в самом высокогорном городе Португалии. А еще узнаете, почему Бразилия оказалась португальской. Присоединяйтесь. Хотя высокие горы хребта Серра да Эстрела служат естественной преградой между странами Пиренейского полуострова, рубежи Португалии нужно было защищать. И для этого была создана сеть опорных пунктов с замками. Гора с плоской вершиной в верховье реки Мондегу идеально подходила для такого замка. Поэтому на высоте 1056 метров над уровнем моря примерно 820 лет назад был построен город, получивший название Гуарда, то есть защитница. Вот такой вид открывается из самой высокой точки этого города зимой и летом. Идет дождь, поэтому исторический центр Гуарды на холме пока видно плохо. Чтобы переждать дождь и запастись едой, мы, так же как и в городе Гимаренш, заезжаем в супермаркет Lidl. Проходит 40 минут, и небо местами уже голубое. Ну вот, пожалуйста, и хорошая погода. И пока мы забираемся на холм, где зародился город, начнем рассказ о том, чем знаменита Гуарда. Гуарду называют городом 5 F по 5 словам на португальском языке. Форте – сильный, благодаря башням замка, городским стенам и географическому положению. Фарта – обильная, благодаря плодородным почвам долины реки Мондегу. Кстати, на этой же реке расположен город Коимбра, о котором мы еще расскажем. Фригия – холодная, снег здесь не редкость. Фиэль – верная, потому что командир гарнизона Гуарды Альваро Кабрал, прадед Педро Кабрала, первооткрывателя Бразилии, во время династического кризиса 1383-85 годов, о котором мы рассказывали в фильме о городе Шавиш, отказался отдать ключи от города королю Кастилии. Формоза, прекрасная. Она так называется за красоту исторического ядра города. А вот это мы вскоре проверим. За зданием гостиницы справа, за облаками, земли уже не видно, а мы продолжаем взбираться вверх. А про Бразилию мы вспомнили не зря. Жители Гимараньша уверены, что именно там родилась Португалия. Так ли это? Вы сможете узнать, посмотрев наш фильм об этом городе. Жители же Гуарды уверены, что именно в их городе родилась Бразилия. Дело в том, что выдающийся португальский хронист и дипломат Руй де Пина не только родился в Гварде, но и останавливался в родном городе, чтобы проработать условия Тордесильского договора. Это соглашение между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в мире было заключено в 1494 году, вскоре после возвращения открывшего Америку Колумба. В начале эпохи великих географических открытий только Португалия и Испания имели суда и моряков для дальних плаваний. Поэтому эти две страны решили загодя поделить шкуру еще не открытого ягуара. В 1479 году, то есть 15 годами ранее, был заключен Алкасавашский договор. Согласно ему, за Португалией закреплялись права на плавание, завоевание и торговлю в Атлантическом океане южнее Канарских островов, включая территории, которые будут открыты в будущем. Этот договор утвердил, как высшая духовная инстанция, Папа Римский Сикст IV. По этому договору испанцам без спроса у Португалии плавать на юг было уже нельзя. Поэтому они снарядили экспедицию Колумба на запад, в Индию, а тот вместо Индии открыл Америку. Но открытые Колумбом земли оказались южнее линии разграничения, то есть в португальской зоне.
Для разрешения проблемы папа Александр VI, уроженец Испании, объявил, что все земли, которые Испания открыла или откроет западнее меридиана, проходящего в 100 лигах, то есть 480 километрах западнее островов Зеленого мыса, должны принадлежать ей, то есть Испании. Новые же земли, которые будут открыты в районах восточнее этой линии, Португалии. Причем это правило не распространялось на территории, уже находящиеся под владычеством христианских стран. Данный вердикт не понравился португальскому королю Жоао II. Поэтому он вступил в переговоры с королем Фердинандом II Арагонским и его супругой, королевой Изабеллой Кастильской, чтобы передвинуть эту линию западнее. От Португалии переговоры вел Руй де Пина, который настоял, чтобы демаркационная линия, проходящая через оба полюса и весь Атлантический океан, была перенесена. Линию папы Александра VI передвинули на 270 лиг, или 1300 километров к западу. Моря и земли к востоку от этой черты отходили Португалии, а к западу – Испании. На момент заключения договора никто из европейцев не знал, какие земли лежат южнее тех, что открыл Колумб. В 1500 году в результате экспедиции Педро Кабрала, о котором мы еще расскажем в фильме о городе Бельмонте, стало очевидно, что Испания подарила Португалии и Бразилию. Такой благоприятный для Португалии результат переговоров был обусловлен тем, что португальская сторона к ним лучше подготовилась. И эта подготовка была проведена гвардия. Вот мы и добрались до исторической части Гварды. Останавливаемся неподалеку от церкви Мизерикордии или Сострадания и идем осматривать город. Церковь Мизерикордия с 2 колокольнями была построена в стиле барокко в XVIII веке, когда Гварда окончательно вышла за средневековые стены. Возможно, именно поэтому произошла внезапная смена архитектурного стиля, отличающегося от готически-мануэлинского стиля остальной исторической части города. Строительство велось во времена короля Жоао V, герб которого можно увидеть в верхней части портала. Вверху фасада ниже находится изображение покровительницы храма Богородицы Милосердия. Внутри здания с одним нефом выделяются алтари в стиле барокко. Мы же движемся в средневековую часть Гварды, которая была окружена крепостными стенами. От этих стен сохранилось 4 ворот. Совсем близко от церкви Мизерикордии располагается Торре дос Феррейрос, то есть башня кузнецов. Она была построена в XIII веке во времена короля Дениша I, про которого мы рассказывали в фильме о городе Миранда-ду-Дору. Это сооружение одновременно является и башней, и воротами. При этом проезд через ворота не прямой, а Г-образный. На внутреннем углу этого проезда располагается небольшая часовня. После ремонта, завершившегося в ноябре 2020 года, на верхнюю часть башни кузнецов можно подняться и осмотреть город. Между 2 другими воротами средневековой стены, первые из которых называются Порта да Эрва, то есть травяные, а вторые Порта де эль Рей, то есть королевские, располагался еврейский квартал. Сейчас больших групп евреев в городе не осталось, есть лишь следы их пребывания. Евреи жили в Гварде с XIII века, и с ними связана одна романтическая история, которая изменила судьбу Португалии. В еврейском квартале жил уважаемый башмачник Пиреш Эстевеш, и у него была дочь Инеш.
в Гварду приехал магистр Авийского ордена Жоау, внебрачный сын короля Педру I. Он влюбился в Инеш, и у них родился сын Афонсу, хотя официально отношения они не оформили. Башмачнику это очень не нравилось. Он даже хотел убить прелюбодея, но не осмелился тронуть сына короля. Тем более, что тот заботился о сыне Инеш. Но в знак протеста басмачник решил более не бриться. Из-за этого его прозвали Барбадау. Сын Жоау и Инеш вырос и стал герцогом Браганским. Мы рассказали о нем в фильме о городе Шавиш. А его потомок стал королем Португалии под именем Жоао IV. Основал же Гварду еще в 1199 году второй король Португалии по имени Санчо I. Он получил прозвище «Заселитель», потому что продвинул границы территории, где жили португальцы, далеко на юг. Например, с помощью крестоносцев этот король захватил город Силвиш, и мы видели в этом городе памятник Санчо. В Гварде тоже есть памятник королю Санчо I. Он был создан в 1955 году и сперва стоял на площади перед собором. Мы вышли на эту площадь по улочке Рода Торре, то есть по улице Башни, прямо от башни Кузнецов. При реконструкции площади в 2005 году памятник королю был передвинут поближе к собору, где мы его едва разглядели. История собора Гварда начинается в 1199 году, когда король Санчо I получил разрешение от Папы Римского перенести в Гварду центр епархии. Из расположенного неподалеку, но разоренного войнами городка Эгитания. Кстати, Эгитания потом была переименована в Идания-Абелья. И мы там побывали. Первое здание собора Гварды в романском стиле вскоре было снесено и заменено другой церковью, построенной на месте, занимаемом сегодня церковью Мизерикордия. Этот второй собор скромных размеров был построен в XIII веке, но снесен во второй половине XIV века по приказу короля Фернандо I во время войн с Кастилией. Тогда опасались, что с крыши собора захватчики смогут забраться на крепостную стену. Третье и окончательное здание собора Гварды начали строить в 1390 году во время правления короля Жоао I. Это тот самый Жоао, который, еще не будучи королем, нередко бывал в еврейском квартале Гварды. Но завершили строительство собора лишь в середине XVI века, во время правления короля Жоао III. Кстати, памятник Жоао III мы видели в Коимбре, ведь этот король немало сделал и для развития этого города. В начале XV века была построена готическая апсида собора в Гварде. Неф же был выстроен в мануэлинском стиле. Этот стиль, называемый также Мануэлина, возник в Португалии при короле Мануэле Счастливом под влиянием архитектуры храмов Индии. На этом этапе строительства на работу повлияла архитектура монастыря Баталья, который строился в то же время. Типичными для мануэлинского стиля, который еще считают португальским ренессансом, являются, например, спиралевидные колонны, причудливые украшения. В самой верхней части собора из стен выглядывают горгульи. В течение последующих веков собор обогащался другими элементами.
Несмотря на художественную ценность некоторых из этих дополнений, таких как орган в стиле барокко, все они были изъяты во время реконструкции, проведенной в 1898 году архитектором Резендо Карвалейро с целью восстановления собора в исходном готическом мануэлинском виде. Возле собора расположено здание школы. Ранее здесь размещался Национальный лицей гварды, основанный в 1855 году. А еще раньше, с XIV века, здесь был монастырь Святой Клары. На самой высокой точке холма, на гранитной скале, сохранились остатки донжона, то есть главной башни замка. Эта башня была построена в конце XIII века, во времена короля Афонсу II. Спускаемся с холма по серпантину пешком, и на крутом повороте дороги видим часовню святого Педру. Она была построена в XIX веке на месте более древнего храма. Возвращаемся к автомобилю и едем под дождем осматривать другие достопримечательности гварды. Слева комплекс зданий, построенный в начале XVII века. Там размещались дворец епископа, церковь и семинария. Сейчас в здании семинарии находится музей гварды. Он был создан в 1940-м, но открыт для посетителей только в 1985 году. Мы видели этот музей с разных сторон в ходе пешеходной прогулки. Едем дальше и слева видим бюст на террасе с видом на город. Это бюст не королю или генералу, а врачу-пульмонологу Лопе Жозе де Карвалью. После окончания университета в Коимбре он приехал в Гварду работать муниципальным врачом. Здесь заинтересовался проблемами лечения заболеваний легких, принял участие в создании первого в Португалии санатория и стал его первым директором. Вот территория этого санатория. В конце XIX века считалось, что для лечения туберкулеза легких пациентов нужно размещать в горной местности с сухим воздухом и высоким уровнем озона. Одним из энтузиастов этой идеи был врач Жозе Сауза Мартинс. Он отправился в экспедицию в горы Серра да Эстрела и нашел это место идеальным для создания санатория. Этот замысел финансово поддержала королева Португалии Амелия. В 1907 году санаторий был торжественно открыт в присутствии короля и королевы. Санаторий получил имя Саузы Мартинса, и ему на территории воздвигнут бюст. Был построен фактически маленький городок, где было даже свое почтовое отделение. И мы остановились именно возле здания почты. Неподалеку обнаруживаем парк с фонтаном Святого Андре, построенным еще в XVIII веке. Теперь на территории санатория расположен парк здоровья и различные медицинские учреждения, например, департамент психиатрии, а также высшая школа здоровья. Чтобы выехать из города, вновь движемся по серпантину. И перед глазами открывается долина внизу. На площади на спуске видим памятник в виде латинской буквы «Г», первой буквы названия города. В Гварде любят украшать площади различными знаками и сооружениями, и они нам не раз попадались. Дорожные указатели сообщают нам, что если поехать направо, на запад, то попадешь к Атлантическому океану, в город Авейру. И мы действительно туда попадем, но лишь через несколько дней. Поедешь налево, на восток, попадешь в Испанию. Но мы уже заезжали в эту страну, когда ехали из города Браганса в город Миранда-ду-Доро. И вы уже можете посмотреть фильмы про оба эти португальских города. Пока же мы, ваши гиды, Константин Красовский
Татьяна Андреева. И Лев Красовский. Движемся на юг через подземный тоннель. Чтобы попасть в город Бельмонте. И видео об этом городе те, кто подписался на канал «Авто за кордон зимой и летом», вскоре смогут увидеть. Делитесь видео с вашими друзьями, а в комментариях пишите, о чем вам хотелось бы узнать в следующий раз.